Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Сегодня у меня понедельник, 26 июля, и я решила, что надо бы снять вязовлог. Снимать совсем не хочется, жарко, поэтому я вяжу новогоднюю игрушку. Да, логика железная. Но, тем не менее, сейчас все вяжут тигрят. И думаю, что олени тоже бы вам не помешали. Под Новый год часто покупают оленей. И так как у нас бывает часто доставочка долгая, поэтому пора их уже вязать, чтобы потом все успеть. В общем, поступила мне вот такая вот просьба связать по схеме, которая у меня есть, оленя. Пока месть это просто так наживлено. Может быть, совсем не так будет. Может, как-то по-другому немножко все пришью. И вот думаю еще насчет рожек. Но примерно образ понятен. Будет вот такая вот игрушечка. Думаю насчет рожек. Вообще, по задумке, у меня рожки были вот так вот прямые. И палочка вот так вот торчит. Но так как у меня игрушка это такая простенькая, быстрая. Здесь ручки ввязываются, голова вывязывается. Я решила не мудрить с пришиваниями, вывязыванием сложными там деталей, да. Поэтому просто вот сделала такие рожки простенькие, чтобы сильно не нагружать, в общем, игрушку, чтобы она вязалась быстро. Так как игрушка небольшая, больше, ну, как бы ярмарочная, наверное. Вот. В общем, работаю над таким мастер-классом. Конечно, нужно еще те записать и выложить, но, в общем, все равно нужно доделывать все. Но как-то хочется побыстрее связать всю коллекцию, посмотреть ее. Конечно, некоторые игрушки у меня уже продались из коллекции, но, тем не менее, я думаю, что их восполню постепенно и буду пополнять новыми, так сказать, героями. Также я еще вот здесь вот придумала такой хвостик, но не знаю, вот так вот вниз как-то не очень смотрится. А я думаю, может быть, его вот так пришить вверх. Вроде бы как бы у оленей хвостик вот так вот вверх по фотографиям. Ну, не знаю. Оставлю, наверное, такую вот детальку. Пусть будет. Кто захочет, пришьет вверх, кто захочет вот так вот вниз. Ну, вниз как-то неправильно смотрится. Ну, в принципе, можно и без хвостика. Вот. В общем, вот таким вот делом занималась. Здесь я практически все связала. Не знаю, пузика, наверное, оленю не надо. Ну, вообще, когда вот здесь ротик такой кругленький, мне не очень хочется вывязывать пузика. Ну, как-то, знаете, как у снеговика пуговицы там вот так. Ну, в общем, не нравится немножко. Ну, посмотрим. Может быть, добавлю, может быть, нет. Ну, мне кажется, он и без этого животика отлично смотрится. Так, далее хочу показать. Помните, я в прошлом видео показывала вот такую вот пряжу. Это Yarnart Jeans Tropical. Так, сейчас где-то у меня должна быть этикетка. Вот такая вот этикеточка. И цвет это 617. Не помню, у кого-то когда-то на канале увидела... Очень хвалили эту пряжу, что она такая красивая, там, в общем, все дела, что она такая мягкая, приятная. Да, в моточке она мягкая, приятная, вполне такая мягенькая. Ну, моточек у меня, конечно, распался. Я говорила, что хочу из этой ниточки связать тигрика. И что, ну, вроде бы такая расцветочка тигровая, должно хорошо получиться. Я практически связала игрушку. Ну как, тело связала. Вот такая вот она интересная у меня получилась. На камеру, конечно, не показывает, что здесь больше такого розового. Ну, в общем, розовый присутствует. И есть фиолетовый. До конца я, конечно, еще не знаю, будет ли это у меня котенок, либо тигр. Ну, наверное, все-таки... Даже если я вышью здесь полоски, то, наверное, все-таки на тигра не очень он походит.
Скорее всего, я вышью здесь просто мордочку и пришью кошачьи ушки. И будет у меня вот такой вот пестренький котик. Что хочу сказать по поводу этой пряжи. Пряжа очень такая дубовая при вязании. Я вязала эту пряжу крючком номер 2. Я, конечно, вяжу плотно, но, как сказать, для моих рук это не плотно, но вязание получается плотное. И, наверное, эту пряжу нужно было вязать либо крючком 2,25, либо, может быть, галочками. Я точно не знаю, но она мне совершенно не понравилась. Она очень грубая. В некоторых моментах вот эта ниточка расслаивается и цепляется. В некоторых, в принципе, нормально. Ну, в общем, либо здесь скрутка не такая. Но, опять же, я вязала и бэби-катон от Газал, и Ярнард бэби-катон. Ну, в общем, вязала ниточку, которая не так сильно скручена. И там таких проблем не было. Она у меня не расслаивалась. Вот это вот расслаивается. Ну, в общем, ну, не совсем комфортно было вязать. И мне здесь вот осталось хвостик и ушки. Но я отложила, потому что у меня вот тут палец даже слез. Так вот некомфортно вязать. Он, конечно, периодически слазит, но только от некоторых видов пряжи. Вот. Обычно у меня либо на этом пальце, на большом пальце вот здесь вот слазит кожа, либо вот на этом. Ну вот. После вязания одной вот игрушки слез вот здесь вот. Ну, в общем, не суть. В общем, вот такая у меня еще заготовочка. Ну, наверное, скорее всего, все-таки котик будет. Как-то, ну, в общем, не вижу тигренка я в этой пряже. Хотя изначально мне казалось, что хорошая идея. Но принципиально не буду вязать тигренков, потому что если вдруг закажут в такой расцветке, я не захочу вязать. Очень-очень грубая пряжа. Именно в готовом полотне. Вот так вот трогаешь, ну, очень мягенько. Намного мягче, чем 62-й цвет белый. Так. Не очень много у меня, конечно, продвижений. Ну, в общем, у меня больше все начато и ничего не закончено. Также я говорила, что я хочу повязать из Нака Париж. И я вяжу зайчика по своей же схемке. Вот такой вот простенький, но я его еще не начесывала. Просто хочу показать, какой он сейчас есть. И в следующем видео, наверное, не в следующем видео, а в следующем кусочке, когда я его свяжу, мне осталось еще связать ушки, начесать, я вам покажу, как он будет выглядеть. Вот. Такой малышек, пока как инопланетянин какой-то. Вяжу, в общем. Все поначинала, все вяжу. И вот такая у меня корзинка новых цветов. Ну, как новых? В общем, из этих цветов я буду вязать следующую игрушку по своей схеме, вот по вот этой вот. Так, это у меня 0,5. Это 78, наверное. В общем, врать не буду. Какой-то такой светло-коричневый. Я из такого вязала мишку. И еще вот такой вот потемнее, но цвета я вам не назову. В общем, не знаю. Это такие остатки у меня остались от бычка. Так, и у меня уже связано 2 ручки. Это будет следующая игрушечка. Вот в такой расцветочке. Кстати, смотрите, как отличается, ну вот, вязаное полотно от вот этой пряжи. Меня всегда удивляет, она такая немножко меланжевая внутри, ну, как бы белый такой налет. И когда вяжешь, то, ну, в общем, пряжа белее становится. Наверное, не видно на камеру, но, в общем, в жизни сразу видно, как будто бы не из этой пряжи вязалась. Так, ну и для любителей, кто любит угадывать, пишите, какая новая игрушечка будет из вот этих вот цветов. Ну, понятное дело, что это будет какое-то животное. Вот, такая расцветочка.
Я думаю, это будет сложно угадать. Хотя, кто его знает. Кто внимательно смотрит мои видео, может быть, и угадает. Ну, по крайней мере, расцветку оленью сразу все узнали. Так. Вроде бы все. Больше пока ничего не связано. Все по корзинкам. Ничего не собрано. Но это такие долгоиграющие игрушки. Они мне нужны не сейчас, а, так сказать, ближе к зиме. В общем, скучно вязать одно и то же. А собирать мне еще больше лень. Поэтому у меня вот такие начинания. Потихоньку вяжу гриву. По пару локонов добавляется каждый вечер. Знаете, кто-то перед сном читает, а я вот вяжу по несколько локонов. Меня это усыпляет. Да. В общем, потихоньку вяжется. В общем, все потихоньку вяжется. Надеюсь, что в следующем кусочке, когда я подключусь, уже у меня будут игрушечки собраны. И вот это вот начато, связано. Ну, в общем, будут какие-то продвижения. Все, на сегодня пока это все. Надолго не прощаюсь. Буквально через пару секунд будет продолжение. Пока-пока. Сегодня у меня уже четверг, 29 июля. Скоро уже надо снимать видео о готовых работах, а я все никак не могу снять вязовлог. Снова всем привет! Сегодня у меня уже четверг, 29 июля. И вот решила подключиться, показать свои продвижения. Вдруг вам интересно посмотреть, чем я тут занимаюсь. Итак. Итак, вот такой вот зайчик у меня получился. В предыдущем кусочке я вам показывала, какой он лохматый был. Ну, сначала был лысенький, потом лохматенький. И, в общем, вот так кое-как я его подстригла. Какой-то такой седовласый зайка получился. Ну, примерно таких зайчиков я уже вязала, только в более ярких цветах. Они продались. Еще я вязала котика,
тоже из такой вот ниточки. Это ниточка Нака Париж. Из такой вот коричневой я вязала котика, он тоже продался. Вот, связала замену зайку. Хвостик не делала, так как это у меня будет такой, ну, брелочек. Хоть и игрушка, ну, такая с ладошку, но она компактная, легкая, и все-таки это будет брелочек. Вот. В общем, доделала зайчика. И помните, ну да, конечно же, вы помните, потому что это было всего лишь пару секунд назад. Это у меня просто уже, наверное, дня 3-2 прошло. В общем, я вам показывала... три цвета пряжи. Такой вот 0,5. Потом более такой коричневый. Ну, в общем, бежевые оттеночки. И я уже связала игрушечку. Как обычно, только связала, еще не собирала. И вот в таком непонятном виде она пока есть. Это у меня получилась вот такая вот собачка. Здесь есть вот такой вот небольшой хвостик. Скорее всего, я буду пришивать его вот так вот вверх. Но это не точно. Может быть и вниз. Вот. Может быть так. Пока точно не знаю. Дилемма у меня с этими хвостиками. Ну, вроде бы хвостики и длинные есть у собачек, но вот таких вроде бы короткие должны быть с такими ушками. Я, если честно, не очень разбираюсь в породах собак. Но... В общем, не стала вязать такие стоячие ушки. Ну, как у овчарок, да, или как там. Немецких овчарок, да, вот и овчарки, я знаю, как выглядят. Вот, ну, этот у меня такой вот песик. Просто как песик из мультика. Такая мордочка. Носик, не знаю, может быть выше, но вот пока связала вот такой кругляшок. Овальчик, наверное, да? И вот так сюда, наверное, пришью. Если ничего не поменяется. В принципе, поэтому именно я и не собираю игрушку. Пока так наживила, связала детальки. Вот. Ушки я вязала. Смотрите, как получилось. Вот это вот изнаночная сторона. Ну, в принципе, как я и ручки вязываю изнанкой, чтобы они не сильно торчали. Но на всякий случай здесь вот оставила такую длинную ниточку, чтобы, если вдруг мне не понравится, что они вот так как бы торчат, чтобы я здесь с обратной стороны могла их немного подшить. Хотя бы на один рядочек вот так. Но с другой стороны, может быть, это не обязательно. Это, в принципе, такая игрушка игровая, да? Ну, как бы для деток. Может быть, пусть они торчат, ничего страшного. Но пока до конца не оформила, ниточки эти не обрезала. Вот. И, кстати, я вот показывала вам эти моточки, да, то, что из такого цвета буду вязать вот эти цвета. И когда я уже начала вязать ушко, вот видите, у меня есть третье ушко, я поняла, что я вот этим темным цветом хотела вязать ручки, ножки, да, вот эти вот кончики, одно ухо, а мордочку и животик вот таким вот светлым цветом. Вот. Ну, в общем, в итоге у меня должно было быть примерно вот так. Но вот эти части более темные. Но потом уже, когда начала вязать, смотрю, у меня что-то по цвету не совсем так, как я хотела. Но, в принципе, не совсем уж и плохо получилось. Но только ухо я это все-таки убрала, чтобы не такой уж как-то... Ну, в общем, вот этот цвет у меня получился чисто ухо. Только одно ухо, и ни с чем оно не сочеталось, поэтому я решила еще вот животик такой добавить. В общем, наверное, сумбурно объясняю. В общем, вот этот бледный цвет надо было поменять на вот этот вот. Кроме мордочки. Ну, в общем, что-то пошло не так, и я начала ручки вязать не с того цвета. Ну, в принципе, результат неплохой получился. Просто у меня одно ушко должно было быть светленькое, а другое вот такое вот темненькое.
А по итогу у меня получился еще животик. Одно ухо вот такое. Еще вот хвостик думала связать. Тоже вот таким темненьким. Но потом подумала, что если пришивать, то прям надо будет стараться аккуратненько все. В общем, передумала. Оставила такой цвета тела. Вот, в общем, вот такая собачка. В ближайшее время буду стараться выкладывать мастер-классы, схемки. Ну, в общем, коротенькие такие будут видосики со схемами. Так. Ну, это ушко, наверное, будет для второй собачки. Вот. Все-таки, наверное, свяжу в том цвете, в котором я хотела. У меня все равно там пряжа осталась. Вот. Как раз, чтобы было мне и мальчик, и девочка. Так. Это не все. Помните, я покупала плюшевую пряжу на котиков. И в магазине уже все котики продались. И я решила связать еще котика. Ну, в общем, я пока их только связала, но еще не оформила. В общем, вот такая вот полосатая расцветочка. Всеми известный мастер-класс. В общем, если буду какие-то игрушки показывать, я все ссылки буду оставлять под видео. Если платный мастер-класс, буду оставлять ссылку на автора. А если бесплатный, то ссылочку на схему, либо на описание. Вот. Просто бывает, ну, забываешь имя автора, да, там, или что-то можно перепутать. А так просто знайте, что все ссылочки будут под видео в описании. Нажимайте на еще, либо вот на стрелочку, смотря на каком устройстве вы смотрите, и смотрите там все данные. Очень редко бывает, что я какой-то мастер-класс не добавлю. Я стараюсь сначала вставить все ссылки, все прописать, а потом уже, как сказать... Забыла слово. В общем, все пишу, а потом уже публикую видео. Вот. Далее еще вот такой вот котик. Тут я уже по-другому хвостик вязала. Через ряд делала полосочки. Ну и вот такой вот кончик. А здесь вот через 2 ряда. Ну, наверное, вот в таком формате мне больше нравится. Схемку немножко переделала под себя. Вот это вязала первого котика. Что-то у меня тут с лапками пошло не то. Это был первый. И потом я переделала, и уже вот более-менее нормально у меня лапки. Так. Ну и подумала, что эти какие-то котики слишком такие натуральные, скучные получились. И одного связала вот такого. Глазки здесь добавила вот такие кавайные, да? Вроде бы правильно называю. Вот. В общем, такие миленькие. И он вот в таком интересном цвете. Здесь даже ножки у меня совпали с цветом. Вот. В принципе, здесь тоже можно было желтый вывязать, но желтые такие более маркие были бы, поэтому я вставила черные. Здесь можно было, конечно, тоже белые ножки вставить, но я решила, ну, голубые, потому что будет постоянно на полочке стоять, и вдруг не сразу продастся. В общем, будет ерзать по пыли. Вот. Поэтому вот так делаю. Вот такие котики-колобки. Нужно им еще сделать утяжку, вышить носик, пришить вот так вот хвостик. И будет замечательный котик. В общем, насмотрелась я видео девочек 101 амигуруми. Очень много интересных идей. И вот не смогла пройти мимо вот такой вот замечательной схемки крабика. У меня оставалось в остатках 38 грамм пряжи красного цвета. Они у меня, наверное, лежат уже года 2. С момента, как я вязала Пеппу. Было красненькое платьюшко у свинки Пеппы. В общем, лежал все этот остаточек, и я не знала, что с него связать. И тут смотрю, девочки вяжут крабиков, и я решила тоже связать.
Думаю, неплохой такой брелочек, тем более мы живем в Краснодарском крае. Ну, понятно, что до моря у нас тут немножко далековато, но, в общем, вдруг кто проездом, кто-то захочет себе крабика. Вот. Ну, это я для магазина подарков, в общем. Ну и, конечно же, я связала такого крабика не одного. Я извязала все 38 грамм. Теперь я знаю, что этого крабика вязать 24 минуты, и на него уходит 12 грамм пряжи. То есть у меня ушло 36 грамм, там буквально вот такой маленький моточек остался. Замечательная игрушка. Спасибо большое Татьяне. Кто еще не вязал таких крабиков, ссылочка будет в описании. Вот. Не знаю, конечно, как они будут продаваться. И будут ли они продаваться, но мне кажется, ну, интересна такая задумка. Если, допустим, кто-то живет ближе к морю и может там выходить на набережные, да, у них ярмарки, я очень советую вот такого крабика. Я думаю, дети бы были очень рады приобрести такой морской сувенирчик. Не знаю, может быть, карабинчики им повесить. Ну, в общем, посмотрю еще. В общем, вчера у меня был такой день плюша. В общем, безумно понравились эти крабики. Так. И уже буквально вечером я проглядывала ленту в Инстаграм и думала, чтобы мне еще такое маленькое, интересненькое связать, новенькое. И наткнулась на мастер-класс на маленького тигренка. Подобные игрушечки, брелочки вяжет Вика с канала «Записки вязальщицы со стажем». И вот мне попалась в Инстаграм подобная схемка. Вика сказала, что она такую игрушку вяжет за 40 минут. Ну, я подумала, что вот как раз перед сном свяжу еще одну игрушку. Вот. Я думаю, подобные игрушки вы видели. Это, конечно, игрушка еще не доделанная. Это будет тигренок. Еще у меня связана вот мордочка. Вот такая мордочка и два ушка. Ушко я, конечно, связала немножко по-своему, потому что там на кончике вяжется 3 воздушные петельки. И тут получается дырочка. Ну, в общем, я не поняла, зачем это. Поэтому будут вот такие вот ушки. Схемка легкая, простая. Но на вывязывание вот этих вот деталек и вот этой вот у меня ушло 1:40. Конечно, я понимаю, что вяжу ее впервые. Но если сравнить, допустим, это еще не доделанная игрушка, да, то есть у меня 1:40 ушло. Мне еще нужно пришить вот эти вот детальки. А ручки и ножки, они вязаные. Хвостик тоже вязаный. В общем, все вязаное. Но, насколько я знаю, Вика пришивает эти детали. Вот. Мне еще это все дело пришить надо. Вышить полоски. Ну и на шею бантик повязать, да? Или шарфик. Ну, в общем, что-нибудь. Вот. Ну и не знаю даже, сколько такой брелочек будет стоить. Наверное, примерно как вот этот крабик. Да. Но это 24 минуты, а это уже 1:40. Я думала, что ближе к зиме навяжу каких-то интересных брелочков, ну, чтобы они были небольшие. Но понимаю, что совершенно это нерационально. Ну, по крайней мере, вот такая схема мне не очень подходит. Хотя, может быть, конечно, надо попробовать связать несколько их. Ну, может быть, если я не засекала время, сколько я его вяжу, может быть, и нормально все было. Но так как я засекла, что уже почти было 2 часа, да, то есть 1:40, то сразу игрушка немножко обесценилась. Я еще посмотрела, что автор этой игрушки продает игрушку за 1000 тенге. Я перевела, это получается 173 рубля.
Ну, в общем, я поняла, что либо я долго вяжу, либо, не знаю. Представьте, 170 рублей за игрушку, которую ты вяжешь 2 часа. Может быть, просто мне не понравилось то, что мелкие детали, и они дольше вяжутся. Все-таки, когда вяжешь какую-то, ну, побольше игрушку, да, там, ну, не надо там держать эту маленькую детальку там и вязать. Ну, в общем, не знаю. Вот даже когда зайчика вяжешь, тут ножки не надо вязывать, тоже как бы по кругу все руки вязал. Но здесь, кстати, тоже голова цельно вязаная, все. Здесь вот закрытие. Но не знаю. На всякий случай попробую еще связать одну, так как это первая игрушка. Может быть, я ее поэтому долго вязала. Ну, попробую еще одну связать. Но на этом точно эксперимент мой закончится. Вот. Так как долговато вязать. В общем, вот такие вот у меня продвижения. Скорее всего, на этом буду заканчивать свой вязоблог. То он какой-то у меня сумбурный получается. Пойду собирать игрушечки, которые у меня не собраны, чтобы до конца месяца все их собрать и вам показать хотя бы те, которые у меня остались. Ну, в общем, которые не продались, которые у меня дома. Вот. Давненько не снимала видео о готовых работах. Июнь я пропустила. Ну, не знаю. А может быть, и не покажу вам ничего в этом месяце. А сниму уже видео в августе и, так сказать, покажу все летние игрушки, которые я связала. Ну, в общем, пока не знаю, как будет. Дело в том, что я 1 августа уезжаю. Вот. И если у меня получится 31 все это дело снять, то тогда я вам покажу. В общем, посмотрим, как будет дело. Ну, а сейчас дособираю все игрушечки и надо снять пару видео вам с мастер-классами на оленя, на собачку. Еще девочки просили мишку. Но мишку, скорее всего, я хочу связать целого, чтобы показать, как я пришиваю ушки. Вот. Просто у меня нет никакой игрушки, чтобы показать, как я это пришиваю. Что-то я сразу не подумала, вот когда котика вязала. О, а может быть у меня есть вот котик. Ну, не совсем котик, а просто вот заготовка. Наверное, я вот свяжу сюда кошачьи ушки и как раз вам покажу, как пришивать. Здесь, конечно, не очень понятно. Но я думаю, там, в принципе, смысл показать, как поставить и как пришить. Вот. Да, наверное, так и сделаю, чтобы побыстрее все это дело сделать. Попробую показать на этой игрушечке. Вот. Отлично. Вот как раз и решила, что это будет не тигрик, а котенок. Чтобы, так сказать, закрыть этот мастер-класс. Так. В общем, пойду дальше поработаю, повяжу, позаканчиваю все игрушечки. Сегодня-завтра поснимаю мастер-классы, чтобы, когда я уеду, было что вам посмотреть. Ну и скорее закончить всю серию игрушек. Все. Всем огромное спасибо за просмотр. Спасибо, что вяжете вместе со мною. И всем пока.